Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Хочу поделиться приятной такой новостью для нас. Мы в прошлом году наконец-то уже получили возможность купить. Я нашла все-таки вот суниця біла альпийска. Это земляника белая, White Soul. Это из Голландии. Чем мне понравилось, много лет назад мне просто подарили несколько кустиков. Я покупала какой-то сорт клубники новый. Это много лет 20 назад было. Я ее посадила и все ждала, когда усы появятся, чтобы размножить. Я не знала ее особенностей. И получилось, что вот так вот, без усов, и она как-то и вывелась на одном месте, я ее не рассаживала. И только вот в прошлом году, поздно, уже весной, мая месяце, я ее, эти семена нашла, купила и вот посеяла. И к осени уже были ягоды. Мне нравится эта земляника тем, что она вот так вот растет. Вот смотрите, во-первых, до зимы постоянно выбивает вот эти цветоносы, ягоды. Смотрите, какие ягоды. И цветет, и продолжает цвести. Эти закончатся, и будут новые выбивать, новые веточки. Смотрите, что творится, какая красота. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, я покажу еще землянику другую, которая у нас от соседей пришла. Там совсем другие возможности. Вот земляника тоже, но она красная, эта земляника. И смотрите, сколько здесь усов. Она постоянно перемещается. О, что делается? Влага тоже цветет, тоже она. Но она у нас пришла от соседей. И новая площадь постоянно нужна. И она вот завершает, вот поцветет, и где-то в июле месяце уже завершается цветение. И становятся просто только зеленые вот эти все. Вот, тоже есть красивые ягодки. Это вот красные, видите? Вот здесь тоже, сейчас я их соберу. Вот, ягодки, но они мельче, чем та земляника, которая у нас вот белая. Но мы сейчас с вами вернемся. Я просто хотела показать разницу. Я ожидала от белой когда-то, очень много лет назад, что вот будет такое размножение, я ее размножу. А размножить хотелось из-за того, что она очень вкусная. Очень и очень вкусная. Но вернемся сейчас к нашей землянике, которую я искала и нашла через столько лет. Снова возродила. Вот смотрите, что здесь творится. Вы видите, как работает вот этот кустик. Ни одного усика. И здесь очень много новых вот веточек. И я ее буду размножать. Кстати, можно семенами, очень легко. Ну, все по правилам, как клубника, любая клубника, земляника. Можно ее просто кустиком выкопать. И вот эти вот маленькие новые растения, растюшки, просто-напросто тоже их высаживать. Но ягоды, смотрите, намного крупнее. И, кстати, по вкусу очень нежные, очень вкусные. Это, вот она очень сложно. Мы не всегда сразу же, мои семейные говорят, слушай, она же все одинаковая. Вот знаете, вот не одинаковая. Вот здесь, видите, вот эту еще нельзя собирать. Она жесткая. А вот эти ягодки очень мягкие. Они словно такой вот, как мед, тают во рту. И очень вкусно. Кстати, вкус у нее, как будто бы это такой, не ананас жесткий. Вот что-то как банан, но по мягкости. Но по вкусу и есть и кислинка, но небольшая. И есть здесь вкус, такой вот аромат из земляники. Ну вот очень вкусная. Мы вот собираем и в свежем виде ее едим. Конечно, это не клубника, которая крупная и сразу же насобирал. Вот сейчас еще с этой стороны нужно вот собирать. О, смотрите, какая красота. Как нюхать. И больше даже. Вот, собирать надо вовремя, всегда. Каждый день здесь есть земляника. И можно ее собирать и на стол. О, смотрите, как формируется. Как красиво, новые и новые. И постоянно весь сезон. Вот эта земляника у нас до морозов. В прошлом году я ее поздно посеяла, высадила. Но она уже вторая половина лета. До морозов были ягодки. И сейчас мы вот имеем такую уникальную возможность
целый ряд. Вот смотрите, целый ряд, какая она шикарная. Она устойчивее против различных заболеваний, потому что это природное, естественное, это не искусственно созданный сорт. Это именно из Голландии, альпийские сорта собраны. И я вот целый ряд специально посадила, чтобы можно было наслаждаться до зимы этими ягодами. Очень вкусными. Вот какие крупные, какие красавицы. Просто одно удовольствие. Но вот интересная вещь. Конечно, есть вот первые, они тяжелые, они падают, видите, цветоносы. Ну, эти пойдут, мы их отдельно. Вот чем, да, кстати, если вредители, клубника падает на землю, да, и вредители их поражают, здесь вот эти только нужно, если вовремя собирать, то они не будут падать. Видите, как куст расположен? И здесь ягода получается. Кстати, растет у меня и в горшке. Это же прекрасное растение. Это земляника. И еще в апреле месяце мы уже собирали первые ягодки. Посадила здесь, были у меня два слабеньких таких рассадных растения. Решила посмотреть, что будет. В апреле прекрасные были ягодки. Конечно, не такие крупные, как в открытом грунте. Но вот здесь мы имеем тоже, видите, ягоды. Здесь место отдыха, и мы можем тоже собирать здесь ягодки вот этого альпийского чуда. Я по-другому его не назову, потому что это действительно чудо. Зеленое, мощное растение и растет в горшке. Для того, чтобы посадить в горшок, мы сделали, естественно, внизу дренаж и хорошую землю, дерновую землю сюда добавили. И добавили мясокостную муку, рыбную муку и кормовые дрожжи. Это было еще в прошлом году, летом. И вот сейчас вот они продолжают расти, эти растения. Смотрите, какая красота. Сколько еще будет ягод. Только поливай и собирай. Вот каждый день у нас вот такая мисочка. Правда, я очень люблю сразу собирать с кустика и сразу же съедать вот эти витаминные ягодки. И вот каждый день с этого рядочка, вот этой земляники уникальной, мы собираем вот столько ягод. Очень хорошее подспорье витаминов. До зимы каждый день съедать хотя бы по несколько горстей вот таких ягод очень хорошо и очень полезно. Вот такая интересная история с восстановлением когда-то вот этой белой земляники. Я ее теперь имею у себя. Снова же я делаю это видео не для того, чтобы продавать или что-то бизнесом заниматься. Просто делюсь с вами вот такими интересными фактами, которые мы проходим. И думаю, что, может быть, и будет полезно для тех, у кого мало места и кто любит землянику. Потому что земляника это, кстати, и сушить ее можно. Она очень ценная. И листики можно собирать, тоже сушить, потому что это естественное, это природное растение, которое можно выращивать и для того, чтобы получать ягодки, и для того, чтобы эти листики, цветочки заготавливать, а потом использовать, сушить и использовать для того, чтобы чай зимой, именно природный, лекарственный, этот чай использовать для своего питания, для своего здоровья. Раиса Греченко, Александр Волик. Поделились очень интересной информацией. Я считаю, что это интересная информация, особенно для начинающих. Если у вас есть такая возможность, естественно, покупайте эти семена. Даже сейчас можно сеять, чем она хороша в любое время. Она постоянно себе развивается, растет и радует. Ой, какая красота, смотрите, какая прелесть. Радует и цветением, и зеленым своим видом. Она не желтеет. Ну, естественно, поливать надо. Я использую еще и подкормочки, которые делаю для всех своих растений. Она отзывается очень хорошо на аминокислоты. Вот амино удобрение один раз. Их только в этом году, только амино использовала. И отзывается, нужно калий обязательно и магний. Магний дает вот эту сладость, калий крупность ягоды. Вот такая интересная и важная тема. Мы прощаемся с вами, собираем ягоды, едим в свежем виде. Можно, кстати, и
делать из нее остальные разные заготовки. Ну вот можно посушить, и еще, кстати, можно и сделать джем, если будет желание такое. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Мира и добра и хороших урожаев вам овощей и ягод. Пока-пока.